Всем привет! Сегодня речь пойдет о том, как добавить 3D-объект, а также его тень в ваше видео. Сразу хочу сказать, если вы смотрели мое прошлое видео, в котором я отвечал на ваши вопросы, то тратить время на этот ролик смысла нету, потому что в прошлом видео я об этом уже рассказывал. Почему я решил выделить этот эпизод в отдельное видео? Для того, чтобы вам проще было найти это на YouTube, потому что тема теней от 3D-объектов достаточно популярна. Ну что же, давайте начнем. У меня есть вот такой клип, в котором камера пролетает над полем. Давайте перейдем во Fusion и начнем. Здесь нам понадобится оттречить камеру. Об этом я уже подробно рассказывал в одном из своих прошлых видео. Поэтому подробно именно на трекинге здесь я останавливаться не буду. Нам понадобится нода камера трекер. Она доступна только в платной версии DaVinci. Имейте это в виду. Так, и здесь первым делом поставим галочку Bidirectional Tracking для того, чтобы трекинг автоматически произошел в обе стороны. Preview Auto Track Locations для того, чтобы видеть, где у нас расположатся точки трекинга. И давайте минимум Feature Separation уменьшим параметр для того, чтобы плотность точек была побольше. Ну, Detection Threshold тоже можно сделать поменьше, таким образом увеличив количество точек. И просто нажимаем кнопку Автотрек. У меня видео формата Full HD, поэтому трекинг был достаточно быстрым. Теперь давайте перейдем на вкладочку Solve. И здесь, пока ничего не меняя, просто нажимаем кнопку Solve. И посмотрим, какой будет результат. Этот процесс, кстати, будет подольше, чем сам трекинг, поэтому наберитесь терпения, особенно если у вас было 4К или даже больше разрешения. Трекинг, точнее, солвинг закончился, просчет трекинга, и давайте посмотрим, какой у нас результат. Параметр, который нас сейчас интересует, Average Solve Error, и он у меня равен 0,23 приблизительно, и это действительно хороший результат, с которым можно работать. Для Full HD видео очень желательно, чтобы вот этот параметр был равен меньше, чем 0,5, а здесь даже половина от этого порогового значения. Итак, поэтому продолжаем работу. Теперь переходим на вкладку Export, Export Options, и здесь мне не понадобится Image Plane и Ground Plane. Если вы эти галочки оставите, ничего страшного, просто у вас экспортируются дополнительные ноды, которые вы сможете удалить уже позже. И нажимаем Экспорт. Получаем вот такой комплект нод. Здесь камера-трекер — это то же самое, что рендер 3D. Это, в общем-то, он и есть. Это камера-трекер 1 рендерер. Просто во время экспорта он переименовывается, поэтому не удивляйтесь. Давайте выведем Merge 3D в левый вьювер и посмотрим, что у нас тут получилось. Так, мы здесь видим наше видео, которое подключено к камере 3D. И видим также Point Cloud. Давайте Point Cloud немножко изменим, поменяем стиль на Point и уменьшим размер. Просто для удобства. На финальный результат это никак не повлияет. Здесь по расположению этих точек мы можем видеть плоскость Земли, потому что в целом, если, скажем, условно сгладить, то у нас здесь кроме плоскости Земли особо ничего и нету. С такой высоты деревья в данном случае это незначительные возвышения, поэтому их в расчет брать не будем. Итак, я думаю, что мы расположим плоскость примерно вот здесь. Точнее, не плоскость, а объект, который мы поместим в это видео, где-то вот в этом месте. Поэтому приблизительно, я думаю, что это где-то вот здесь. Поэтому в ноде Merge 3D при выделенной ноде Point Cloud выделяем несколько точек. Главное больше 3, но здесь такая хорошая плотность, поэтому можно выделить вот так. И нажимаем вот эту кнопку Create and Fit Image Plane. И Image Plane создается примерно в этом месте с расположением с учетом этих точек. Поэтому
эта плоскость будет лежать примерно в плоскости Земли. Значит, тут этот Merge 3D я бы удалил, и Image Plane я подключу напрямую в Merge 3D. Мне так больше нравится. Теперь давайте вот этот рендер выведем в правый вьювер, чтобы посмотреть, где у нас находится плоскость. И смотрите, если проиграть видео, то плоскость прекрасно лежит приблизительно там, где нам нужно. Но давайте все-таки ее сдвинем где-то вот так. И теперь увеличим ее размер. Для этого в Image Plane в инспекторе переходим в Transform и увеличиваем по X, где-то вот так, и по Y. Готово. Теперь нам нужно на эту плоскость поставить, ну, допустим, 3D-текст. Я думаю, возьмем 3D-текст, потому что это будет проще. Берем ноду Text 3D, выведем ее в левый вьювер пока что. Я здесь добавлю просто одну букву T. И давайте здесь увеличим Extrusion Depth для того, чтобы придать букве объем. Для того, чтобы она была действительно 3D. Вот так. И подключим ее в Merge 3D. Снова выводим Merge 3D в левый вьювер. Видим тут наш текст. Теперь нам нужно текст подвинуть к плоскости вот этой. Давайте это сделаем. Наша задача сейчас состоит в том, чтобы поставить текст ровно на эту плоскость. Задача не очень сложная, просто потребует некоторого времени. И для того, чтобы лучше видеть здесь объем, я рекомендую прямо во вьювере, там где нода Merge 3D, нажать правой кнопкой и выбрать Lighting и Shadows. Вот так. И теперь подстраиваем текст так, чтобы он стоял на этой плоскости. И еще важное замечание. Текст должен быть перпендикулярен этой плоскости, для того, чтобы на финальном видео он не выглядел, как будто он под наклоном. Потому что эта плоскость у нас расположена так же, как плоскость Земли в данном случае. Ну вот, вроде бы похоже. Я думаю, что можно текст еще немного повернуть. Вот так. Вот так. Мне кажется, отлично. Супер. Так, давайте ноды чуть-чуть отодвинем. Вот так. Теперь нам нужно добавить источник света, который будет светить на этот текст. И я думаю, что нам хорошо подойдет здесь Spotlight. Сразу подключим его в Merge 3D. Теперь нам нужно расположить Spotlight так, как свет расположен в самом видео. В данном случае здесь источник освещения — это только солнце, поэтому если посмотреть на тени, то солнце не совсем в зените, оно чуть-чуть как бы вот в этой стороне. Поэтому примерно так же по отношению к тексту мы и расположим Spotlight. Ну вот примерно так. И давайте еще Spotlight сделаем раскрытие конуса побольше. Вот так. Теперь в ноде Render 3D включим Lighting и Shadows. Вот так. И теперь более точно можно настроить положение источника света. Приблизительно вот так, мне кажется, он должен находиться. Ну, может быть, чуть-чуть еще сюда. Вот так, супер. Теперь вот этот камера-трекер можно, в принципе, отсюда убрать. Давайте возьмем ноду Merge и подключим выход вот этой ноды Render в ноду Merge именно в зеленый вход, для того, чтобы она была на слой вверх. И выведем Media Out. Пока у нас ничего не поменялось. Теперь смотрите, для того, чтобы оставить здесь только лишь тень, нам нужно что-то сделать с этой плоскостью. Нам от нее нужно избавиться. Поэтому в первую очередь на плоскости в разделе Material Receives убираем Lighting, для того, чтобы она не получала свет, а только тени. И видите, она у нас
независимо от освещения, теперь имеет именно белый цвет. Теперь, для того, чтобы ее убрать, можно воспользоваться следующей хитростью, скажем так. В ноде Merge Apply Mode меняем на Multiply. Видите, да, у нас пока не совсем то, что нам нужно, получилось. Давайте отключим Media In от камеры. И таким образом у нас получается, что осталась только тень. Зачем мы отключили от камеры вот эту штуку? Потому что камера у нас уже просчитана, уже анимирована, и нам не нужно, чтобы камера делала проекцию. Вот видите, если подключить, давайте посмотрим в Merge 3D вот сюда, у нас здесь еще раз отображается эта картинка. Она нам уже здесь не нужна, поэтому мы ее убираем. Ну и давайте покрасим текст в другой цвет. Сейчас он белый. Ну, точнее, уже даже и не белый. Давайте покрасим в такой вот оранжевый, как у нас здесь преобладающий цвет. И смотрите, у нас текст, если присмотреться, стал как будто бы частично прозрачный. Это видно. Поэтому для того, чтобы избавиться от этого эффекта, мы можем взять еще одну ноду Merge 3D. Здесь нам понадобится камера еще раз, поэтому нажимаем Ctrl-C, в свободном месте Ctrl-Shift-V и вставляем инстанс камеры, то есть это связанная копия. Я об этом уже тоже очень много раз рассказывал, что это. Дальше нам понадобится тот же текст, тот же Spotlight. Нажимаем Ctrl-C, Ctrl-Shift-V. И теперь все это подключаем в Merge 3D. Теперь берем еще одну ноду Merge, ставим ее вот сюда, и выход вот этого... точнее, для начала мы берем рендер, подключаем сюда и подключаем вот сюда. И теперь мы видим также букву уже непрозрачную, которая стоит поверх всего. Теперь в ноде рендер здесь включаем Lighting и Shadows, для того, чтобы все это выглядело более адекватно. Здесь у нас все это есть. Также можно переключиться на Hardware Render для того, чтобы рендеринг происходил быстрее, чтобы он просчитывался на видеокарте, а не на процессоре. И теперь мы имеем вот такую картину. Текст можно подуменьшить, можно еще как-то подсветить так, как вам надо, потому что здесь, возможно, не очень все естественно смотрится. Вы можете взять, например, ноду Ambient Light. Она не генерирует тени, она создает просто общее освещение. Подключить ее в один Merge 3D и во второй Merge 3D, чтобы она присутствовала и там, и там. И поднять Intensity. Также, если вы считаете, что тени, видите, у нас они достаточно резкие, не совсем то, что хотелось бы, поэтому в ноде Spotlight в одной из связанных копий можно в разделе Shadows Shadow Map Size можно увеличить для того, чтобы тень была без лесенки и добавить ей softness. Для того, чтобы не сильно нагружать компьютер, я предлагаю выбрать параметр constant и для того, чтобы она не сильно прям размазанная была, вот такой сделать. Ну и видите, тени от других объектов, они достаточно такие темные, а здесь у нас тень посветлее, можно поднять ее density. И тогда тень будет такая более темная, что ли. И вот теперь это уже больше похоже на правду. Ну а на этом у меня все. Большое спасибо за просмотр и всем пока.